Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр, и я живу в Анапе. Рассказываю о том, что случилось со мной в последнее время. Стримы мои были раньше по понедельникам, сейчас они без какого-то особого графика и зависят от того, когда работает моя супруга Наташа. Вот сегодня она ушла на работу, в 7 часов из дома вышла, и в 8 часов у меня трансляция, как штык. Следующая трансляция будет, сейчас скажу даже когда. Следующая трансляция будет 10 во вторник. Ну а сегодня поговорим о том, что у меня произошло за последнее время, за последних несколько дней. Ну, так скажем, 4 дня. Потому что Наташа так получилось, что 4 дня отдыхала. Ну, начну, наверное, с нашего клуба позитивного общения. Я там побывал аж 2 раза за последнее время. 2 раза там побывал. И мне как-то очень запомнился последний раз. Он был такой необычный. Дело в том, что мы договорились с Оливером Ивановичем, который сейчас называет себя Алехо Меласкес, и теперь он художник. Так вот, мы договорились с Алехо Меласкесом об интервью, которое я у него возьму. И мы договорились на определенный день, а договаривались мы, это вот, значит, у нас, сейчас скажу, в среду была встреча, договаривались мы 3-го, во вторник. А 4-го у меня еще был день читки сценария в храме Серафима Саровского, где мы с Мальвиной Третьяковой, нашим режиссером, читаем новый сценарий, который называется «Чудеса в рабочем порядке». Он о женщине одной, журналистке, которая пришла к вере православной. Там же на читке была Антонина. Ну, почему про это говорю? Потому что все оно потом связалось в единый такой вот сюжет. Кстати, для Антонины там тоже нашли роль. В этом новом фильме, который называется «Чудеса в рабочем порядке», я буду играть роль журналиста Юдовского, а Антонина будет играть роль такой благочестивой прихожанки, которая встречает главную героиню, которую зовут Марина, в храме. Вообще Антонина, это тоже наша художница, она пришла по другому поводу. Ее попросили прийти и изготовить реквизит. А реквизит, опять же, связан с прошлым нашим проектом, который уже вроде бы как закончен, да не совсем. Не снята осталась одна сцена, на которой настаивают представители церкви. И связана она с идолом.
Ну, идол такая штука, что на территории церкви изготавливать ее не стали, и все, кто мог это сделать, а там есть очень хорошие резчики по дереву, они отказались от этой работы. Да и батюшка, отец Александр, не благословил. Но без этой вот сцены с идолом в этом фильме, а прошлый проект наш называется «Куда приводят хороводы», она очень такая сцена эффектная, и без нее вроде бы как фильм что-то потеряет. Поэтому пригласили нашу художницу Антонину Борисову, чтобы поставить ей, задачу такую, попросить, чтобы она этого идола изготовила. Ну, а покуда она пришла в разгар читки, то, естественно, она включилась в эту работу, и Мальвина Сергеевна как-то ей так сразу сходу предложила, говорит, а давайте вот вы сыграете роль вот этой прихожанки. Ну, хорошо, конечно. Антонина воспрянула, включилась. Ну, а раз это уже роль, то Мальвина говорит, что давайте будем читать сценарий дальше и будем думать, куда эту прихожанку еще вставить. Раз уж вы взялись за эту роль. А Антонина играет очень хорошо, ярко. И прихожанка будет в ее исполнении, я думаю, очень такой убедительной фигурой, персонажем. Закончилась читка. У меня была договоренность с Оливером Ивановичем об интервью. Я Антонине говорю, Антонина, я пошел к Оливеру Ивановичу, к нашему Олегу Меласкизу, он же Алексис Милашко. Антонина говорит, Саша, подожди меня. Нужно мне помочь. Я говорю, вопросов нет, помогу. Она говорит, я тоже иду туда, в мастерскую, и в галерею Алексиса Милашки. Она переговорила с руководителем киногостиной Виталием Федоровичем, который там при храме ведет киногостиную. И он тоже консультант фильма «Куда приводят хороводы», и вдохновитель, и некоторые сцены он там предложил. И, кстати, сцену с идолом. В общем, он снабдил Антонину большим таким ведром цинковым, дрелью, насадками для смешивания растворов. Еще что-то там было. Там еще была основа для идола из картона, такая труба. И вот мы пошли в мастерскую. Благо недалеко от храма до мастерской буквально 5 минут ходьбы. С нами также пошла Анастасия, которая тоже принимала участие во всех проектах Мальвины Третьяковой и в хороводах тоже, как член съемочной группы. И она, в общем, такой увлекающийся человек, и мы ее заинтересовали тем, что можем ее познакомить с интересным художником Алексисом Милашко, он же Алеха Меласкиз. Она согласилась. И вот мы втроем пошли, я с ведром, с дрелью, с картоном под мышкой, с рюкзаком за плечами.
Идем, а потом оглянулся, а их нет. Оказывается, они решили пойти сразу за туалетной бумагой. Туалетная бумага нужна для приготовления субстанции для изготовления идола. За туалетной бумагой и клеем ПВА. Ну, я прихожу с ведром в мастерскую. По обыкновению Меласкеза в мастерской нет. Я пишу Оливеру Ивановичу, что я пришел, а Меласкеза нету, жду Меласкеза. Он пишет, что Меласкез скоро подойдет. Ну, так, о себе пишет в третьем лице. Ну, зато я там застал Алексея Филатова, который занимался подготовкой к фотосъемке химических реактивов для бассейнов. Он там сделал такой фон из белой ткани, такой пьедестал, тоже покрыл его белой тканью. И вот выставляет вот эти вот реактивы на этот пьедестал. У него стоит камера, свет. В общем, такая фотостудия. Но это не в галерее, а вот именно в мастерской. В общем, занимается человек фотосъемкой для, ну, видимо, рекламного буклета или для сайта, не знаю для чего. Такая работа у него кипит. Я говорю, а где же наш Меласкес? Ну, он говорит, да, скоро подойдет. Приходит, значит, Меласкес. Мы идем с ним в мастерскую. Он говорит, давай чаек попьем. Ну, конечно, любая работа начинается с перекура, с чаепития. Я говорю, давай, конечно. И тем более я уже давно как из дома вышел, был на читке сценария. Конечно, чаек не помешает. Ну, значит, мы пока готовили чаек, стол поставили. Там такая желтая у него скатерть, яркая. Чаек, какие-то печенье он нашел, конфетки. Тут приходит Антонина с Анастасией, а они принесли как раз какие-то булочки, пирожки с капустой. В общем, решили мы там чаек попить и получше познакомиться. Тем более Анастасия, она новый человек. Сели вчетвером, начали общаться, разговаривать. Потом к нам присоединился Алексей Филатов, ну, фотограф. Просто зашел и что-то там ходил. Мы говорим, Алексей, садись, попей чайку. Он сел, а он очень интересный такой человек, интересный рассказчик. Вот нас уже 5 за столом. Настоящее заседание клуба позитивного общения. Вдруг дверь открывается и заходит Виталий, видеограф, так его назовем. Ну, он оператор очень хороший. И с ним 2 дамы. 2 дамы, одну я знаю, Светлана. Она владелица хостела Европа. Здесь, в Анапе. И с ней еще одна подруга. Они сняли верхнюю одежду и прямо такие нарядные. Ну, вот как для театра или для ресторана. Сам Виталий тоже. Ну, он такой вообще франт.
Он жил в Лондоне, английским владеет хорошо. Кстати, в проекте «Куда приводят хороводы» он играл как раз роль отца, мальчика-англичанина. И такой вышел казус. Дело в том, что когда мы собирались 3 числа, Виталий нас предупредил. Он говорит: ребята, на завтра я занимаю время с 3 до 5. Вы уж, говорит, простите, но у меня здесь будет закрытый показ фильма. И вот, значит, мы тут сидим, 5 человек, гужуем, так сказать, чай пьем. Тут приходит Виталий с 2 дамами на закрытый показ фильма, а тут 5 человек. А он ведь предупреждал, чтоб никого не было. Конечно, Оливер Иванович, давай хохмить, говорит: ты сделал своему фильму хорошую рекламу. Ты сказал, что закрытый показ, вот если бы ты не говорил, что закрытый показ, никого бы не было, а сказал, что закрытый показ, вот мы все собрались, мы тоже будем смотреть этот фильм. В общем-то, мы не собирались, понятно, смотреть. Дамы, в общем-то, они тоже все понимают, что мы ребята веселые. Начали друг с другом все знакомиться. Девушку, которую привели новую, ее представили как филолога, не помню, как ее зовут, Юля, кажется. А Света, когда представляла всех, и до меня дошла очередь, она говорит: это Александр, очень талантливый человек, пишет стихи, прозу, снимается в кино. Только, говорит, он на меня никогда не обращает внимания. И мне так стало как-то неудобно. И я говорю: Света, почему же я никогда не обращаю на тебя внимания? Просто, говорю, у меня боковое зрение очень хорошее. Все, конечно, захохотали над моей шуткой. В общем, получилась вот такая компания вдруг возникла. А потом мы все-таки, работа есть работа, я пришел для интервью, мы с Оливером Ивановичем встали из-за стола, пошли уже, я взял там штатив, все свои принадлежности и пошли в мастерскую. А сидели мы в галерее, напоминаю. Потом вот так все, в общем-то, и разошлись. Алексей Филатов тоже переместился в мастерскую, стал продолжать снимать вот эти вот реактивы для бассейнов. А я установил камеру, даже 2 камеры, и стал снимать Оливера Ивановича. Он рассказывал об абсурдизме в абстракционизме. Вот такая тема у него была интересная. И слушал и Алексей, который тут фотографировал, и Антонина пришла. Там такой диван, она возлегла на диван и слушала интервью, который дает Алехо Меласкес. Трудность этого интервью состояла в том, что я не взял диктофон и выносной микрофон, внешний микрофон. Поэтому я писал звук на экшн-камеру. У нее хорошая такая камера, хороший микрофон. А чтобы камера не пропадала, я ее так установил, что она снимала и записывала звук. Снимала человека, у которого я беру интервью, и записывала звук. И вторая камера, это моя Lumix. Хорошая камера, но она, если в кадре делать какие-то движения, а Оливер Иванович делал эти движения, она теряет фокус.
Вот это вот недостаток. Тем не менее, интервью получилось. Я обработал звук, и, в общем-то, все хорошо получилось, и я сейчас вот вам покажу начало этого интервью, потому что, наверное, мало кто видел. Сейчас покажу начало этого интервью. Примочки, которые я там сделал, а я там сделал всплывающие плашки, музыку придумал с помощью нейросети, именно такую для подкаста. Потому что, в общем-то, у меня в виде подкаста интервью, то есть я за кадром, и слышен голос только, и в кадре только человек, который вот, которого мы представляем. Давайте же послушаем это интервью, начало его. Олега, что вас вдохновило на создание нового направления в абстракционизме, которое вы называете абсурдизмом? Это вы очень сильно спросили. Естественно, я не являюсь основателем абсурдизма. Другое дело в абстракционизме. Другое дело, что я понимаю его немножко по-другому. Абсурдизм, Вот как раз видите, он возник, Алексей там наверное, фотографирует реактивы в абстракционизме как и снимает вторая камера. попытка отразить абсурд этого мира. И давайте посмотрим по заключительную Камю, часть. Там тоже не имеет смысла. Все, что происходит, музыка представлена. объявлена охота. Вот как-то так. Но это, конечно, шутка, но в доле шутки есть немножко юмора. Ваша работа явно играет важную роль в вашей жизни. Какое место занимает искусство в вашем личном пути? Ну, так как я по первому своему образованию психолог, психотерапевт, и работал с реалиями субъективной семантики. Вот. И, в принципе, эти работы задумывались как пространство для арт-терапии. Картины действуют благотворно. Галерея называется «Место сборки». Я об этом говорил, человек приходит к нам сюда разобранный, находится какое-то время, даже просто смотря на эти работы, там посидит, попьет чай, кофе и уходит собранный. Вот. Ну, в эмоциональном плане точно, потому что работы, они заставляют забыть какие-то неприятности, которые были. Человек погружается вот в эту красоту, в это пространство. Вот, но они психоделические. Я говорил в первом своем интервью об этом. И вот плашки, видите, они какие я сделал? задумывались еще, небольшую тайну я открою, я не буду уточнять, что именно, на что они работают, но они развивают сверхспособности человека. Как бы они задумывались еще изначально как для развития сверхспособностей. Каких? Не будем уточнять. Это для моих любимых пациентов и желающих как-то сделать себя лучше, кто идет по пути самосовершенствования. Ну, вот такое вот получилось
Такое получилось интервью. Такое получилось интервью интересное. Что еще было на этой неделе? Что еще было на этой неделе? На этой неделе я был на читке еще одного сценария, который называется «На краю небес». И я туда пригласил еще одного молодого человека, которого зовут Иван. Он помнит меня с проекта «Крепость Бадабер». Он тоже там снимался, как актер массовых сцен. Он следил за мной, за моей страничкой ВКонтакте. И написал мне, говорит: Александр, я смотрю, у вас успехи в кино. Как это вам удается? Я говорю, ну вот так, по случаю. Вот познакомился. Сначала киношколу закончил, потом познакомился с Мальвиной Сергеевной Третьяковой. У нее сейчас 2 проекта. Хочешь, присоединяйся. И он пришел на читку. Мальвина Сергеевна с ним очень любезно пообщалась. Он там помог нам подготовить студию к читке. Мы там еще смотрели видеовизитки наши, где я тоже участвовал. Целый фильм получился интересный, минут на, наверное, на 15. Там были разные наши актеры. В общем, такая очень хорошая визитка получилась. И потом он принял участие в чтении сценария. И Мальвина Сергеевна посмотрела на него, говорит: а вы ведь можете сыграть в этом фильме Даниила. Такая отрицательная роль. И он согласился, конечно же. Вот, сегодня, кстати, пятница, и сегодня я тоже поеду на читку. Так что в этом смысле все у меня продолжается. Теперь о литературе. Ну, литература у меня сейчас, я пока ничего не пишу, но я перечитываю свои произведения, вернее, переслушиваю. И для этого я нашел интересную программу. Она очень так неплохо читает. Я вчера Наташе продемонстрировал. Но Наташа говорит, что нет, полная ерунда, никаких интонаций, все монотонно, как робот. Я говорю: Наташа, ну это ж только начало. Я говорю, когда нейросети начинались, там тоже были только сначала примитивные изображения. По 2 головы у человека было, по 4 или по 6 пальцев. Вот. Я говорю, а сейчас смотри, нейросети рисуют, уже не отличишь от фотографии. Потом говорю, сначала были примитивные какие-то оживления картинок, там просто, ну, цветы там колышутся, там, или листья там падают, да, шевелится что-нибудь. Ну, просто шевеление такое, примитивное шевеление. Говорю, смотри сейчас, как за год развились нейросети в этом направлении. Сейчас уже картинка оживает, на ней, вот вы же видели, как я делаю, да, оживление картинок. Там персонажи ходят, что-то делают, говорят. Это ли не удивительно? Да, сейчас это 6-10 секунд времени, но будет больше. Потом мы будем писать целые сценарии, и нейросеть будет генерировать целый фильм. Это ли не интересно?
Читалка, понятно, да. Читалка это... Читалки были известны еще 20 лет назад. Я в своей книге «Легкой рукой» это описываю, как мы впервые знакомились с искусственным интеллектом в своем компьютере. А сейчас искусственный интеллект ушел далеко. И да, есть уже вообще очень качественная генерация голоса. Просто не все программы доступны бесплатно. Но ту, которую я нашел, она вполне такая сносная. И я даже там иногда улавливаю интересные интонации. Поэтому я сейчас вам тоже продемонстрирую. Я дело в том, что хочу делать подкасты по своим рассказам. Ну и вот такой эксперимент. Такой эксперимент тоже провожу. Так, получится ли сейчас? Нет, что-то не получается. Что-то не получается. Поэтому сейчас я сделаю по-другому. Сейчас я просто возьму свой смартфон, и я на смартфоне эту программу практикую. Вот она так открывается. Написано «Здравствуйте, Александр». Welcome back, Александр. Потом я открываю. Ну, давайте я, знаете, вот свою книжку «Легкой рукой». Поехали. Подопечного наших правозащитников порезали. В пятницу вечером 14 апреля в ЧПЦ позвонили сразу два агента. Кому интересно, достанется гонорар. Они, задыхаясь, сообщили, что Ходорковского порезали. Ходорковский иностранный агент. По носу. Резал, как потом выяснилось, осужденный Кучма, с которым Ходор недавно коротал 7 суток в ШИЗО за чаепитие в неположенном месте. Явно виноваты сотрудники, заключил Витамин Ч. И это несмотря на то, что с появлением Ходорковского колония превратилась в сверхсекретный объект. И телефоны там глушат, и видеокамеры на всех углах, и даже человек к Ходору приставлен, чтобы по пятам ходить. Ночью у койки МБХ персональный пост. И что же мы видим? А ведь осужденному в колонии должны были обеспечить личную безопасность. Проворонили. Тусовки. Вторая среда. Против Труби. В третью среду 19 апреля состоялось апрельское заседание клуба «Вторая среда». Тусовка Бордодатова Кости и его соратницы Марины Овой. Обсуждали проблемы старого Читинского кладбища. Там якобы собираются разбивать молодежный парк. Но кто и как непонятно. Не прикрытие ли это нашего старого друга Филонича для продолжения строительства на костях элитного дома? Технику-то он так и не убрал. Вторым вопросом был митинг, планируемый на 25 число. Костя собирает общественность выступить против прокладки нефтепровода рядом с Байкалом, а также Амазарского целлюлозного комбината, который собираются строить наши китайские друзья. На среде побывали Пых и Вика Пых, Михалыч Сергеевич, Ирина Мава и Ирина Рук, профессор Руденко, какой-то гражданин Прокопчук из концептуальной партии, депутат Гордумы Николай Назаров, журналист РСН Анфиса Ларина, она же просто Катя, и другие. Пили чай. Саша Пых воспользовался моментом и переговорил с Ириной К. Она обещала сшить для русских патриотов имперские флаги. Митинги. Они защищали Байкал. И не только Байкал, вблизи которого собираются проложить нефтяную трубу. Учитывающего всего 26 страниц, не обошелся без трудностей. Во-первых, делали его целых 3 месяца.
Они издевались просто в этом издательстве, возмущается Настя. Какая-то шарага, а не издательство. Забились там, в подвале, сидят как мыши. 3 месяца мне нервы трепали, пока не пошла сама и не дала им разгон. Живо зашевелились. Но опять же деньги еще с меня содрали лишние. Сидит там какой-то, глазки бегающие. У нас расходы увеличились, говорит. Взял листочек, калькулятор, да и насчитал мне еще 800 рублей. Вот наглость. А ты в суд на них подай, дал дельный совет Саша Пых. Расшевели это мышиное гнездо. Но Настя решила сходить для начала в антимонопольный комитет. Квитанцию ей не дали, только смету. Договора она не заключала. Не издательство, а издевательство какое-то. Тем не менее, книжка получилась очень даже хорошая, в 3 разных обложках, которые подбирала сама Настя. И всего 100 экземпляров. Вестник КПП номер 499. 2000. Саша Фьев убежал от Пых, а Настя Ац завела зеленого монстра. А еще вы узнаете, как Баир Ра оседлал синего коня. А также, что Юра Пых отвечает на вопросы из Израиля и о Саше Эсове, который отказался здороваться с Пыхом. Дневник клуба. Последняя пятница в апреле, 28 апреля 2006 года, состоялось очередное заседание клуба. Последняя пятница, которая чудесным образом совпала с днем рождения Леши Ева. На улице перед этим прошел дождик, светило солнце. Было достаточно, чтобы не замерзнуть, тепло. Но других признаков весны, к сожалению, не наблюдалось. Редкую травинку можно было отыскать на газоне только с помощью микроскопа. Саша Пых и Вика Пых выбрали для именинника подарки и поспешили домой, куда собирались КППшники, перед тем, как пойти к виновнику торжества. Скоро подошел сам именинник в костюме тройки, при галстуке. Потом пожаловали Женя А.В., Баир Жев, Настя Д. и Сергей Ко, Виктор Ной с супругой Леной, Слава Эмов с вишней на коньяке. Настя Ац привела нового человека, поэта и музыканта Макса Перегринуса. Кстати, у Насти тоже в творческой жизни случилось событие, у нее наконец-то вышла книжка стихов «Готика», которую она сразу подарила всем КППшникам. Часа полтора гости представлялись и рассказывали о себе, потягивая из бокалов кто вино, кто ку-ку. Событий у каждого за месяц подкопилось. Например, Настя Дева нашла работу в регистрационной палате. Сидит на приеме документов и очень устает от нескончаемого потока посетителей, ей уже не до стихов. Женя Ав снова сделал заместителя прокурора. Тяжба в суде тянулась больше года и закончилась победой наших правозащитников. Баир Жеев встречался с японским мастером айкидо, фотографировал его 3 дня, даже сделал портрет тапочек мастера. Сергей Као собирается ехать на лесозаготовки в какой-то Мозгон, не путать с Макзоном. Это в Бурятии где-то. «Торжественно обещаю, что сверх нормы лес пилить не буду», — сказал он. «Еще бы желательно и саженцы высеивать после окончания работ», — высказал пожелание Леша. Но на это Сережа отшутился, что если он еще будет и сеять, тогда точно не скоро вернется домой. Немногословный Виктор Ной рассмешил и удивил всех тем, что в последнее время он учится молчать. «Мы очень много говорим впустую», — объяснил он суть своих тренировок. «Не надо расточаться на слова, надо больше думать о вечном». Вот так закончилась первая часть заседания. Потом все дружно пошагали к Леше Еву в гости. Дни варенья, как на Лешины именины. Не ошибемся, если скажем, что Леша Евев – настоящий любимец КППшной публики. Его непосредственность, умение рубить правду матку с плеча, а где-то вставить для пущей эмоциональности речи и крепкое русское словцо не оставляет равнодушным никого. На предложение поздравить его с днем рождения откликнулись с большой радостью, заготовили для него много полезных и бесполезных подарков. Но по порядку пришли к Леше большой дружной компанией: Саша Пых и Вика Пых, Женя А.В., Баир Жив, Настя Дева и Сергей Као, Виктор Ной с супругой Леной, Слава Эмов с вишней на коньяке, Настя А.Ц. и ее новый приятель, поэт и музыкант Макс Перегринус. После первого тоста в честь именинника наступил черед вручения подарков. Кружку со стихами Г. Головатого подарили нашему охотнику Саша и Вика. Вторым общим подарком были берестяные лапти. Да-да,
настоящие с завязками. Женя Аф лично от себя преподнес охотнику камуфлированный рюкзак. «Я кого с ним делать буду в лесу?» — воссиял улыбкой Леша. «Он же шуршит по-страшному, все зверье пораспугаю». Настя Дева и Сергей Ко подарили таежному писателю графин с рюмочками в виде колоколенки с куполком, а Слава Эмов — вишню на коньяке. Сергей Ко еще обещал принести Леше в подарок настоящую роскошную волчью шапку-треух. Да забыл. Лапти, конечно, сразу пошли в ход. Их померили Вика, Саша Пых, Настя Дева, Женя Ав и Лешина мама Галина Иосифовна. Самому Леше лапти не налезли. Так он носит 45-й размер обуви. А лаптей на такую лапу найти трудно. Было много песен. Очень понравилось всем, как поет Перегринус. Он исполнил романс на стихи Бальмонта «Меж подводных камней». Разошлись, когда уже совсем стемнело. Политика ты, Саша Фьеве. Не пойду. Ну вот, так читает текст вот эта программка. Если кому-то интересно, напишите, я вам скажу, как она называется. Так что интересно, да, интересно слушать, переслушивать. Читать, конечно, тоже интересно, но иногда вот когда, допустим, чем-то занят, можно просто включить. Понятно, что можно любую книгу озвучить. Вот. Так, ну что еще, какие события прошли? Вчера я получил вот такой пакет из МИЦ «Известия». Я теперь являюсь их сотрудником. Это договор они мне прислали. Вот, так что те, кто смотрит меня из Анапы, и если у вас есть какие-то события, там, допустим, ну, не знаю. В общем, смотрите, сами ищите информационные поводы, я вам их освещу, сниму сюжет, отправлю в Москву, и их покажут на канале «Известий». Вот. Что еще? Ну, сейчас перейдем в живые новости. Я посмотрю, что там в Анапе случилось. Время еще остается. Погода сейчас прохладная, да, 5 градусов вот тепла. Но иногда бывает ветер. Вчера был небольшой дождик, поэтому так зябко. Ну, зимнюю одежду носим. А зимняя одежда у нас что? Это куртка, вот я вязаную шапку ношу, ну, кроссовки, вот это зимняя одежда. Ну, вниз одеваю что-нибудь теплое, или какой-то джемпер, или флиску. Вот это зимняя одежда для Анапы. Так, что я хотел? Сейчас? Зачем я полез в свой этот смартфон? Новости? Новости же не здесь. Новости в компьютере. Так. Я хотел, знаете, что проверить. Хотел проверить, как идет трансляция. Сейчас. Моя трансляция как идет. Она идет, да. Вот она здесь вот идет. Моя трансляция как идет. Так, трансляция идет. Значит, тогда смотрим дальше. Твои глаза, как бриз на море, смотрю в них, без вести тону, и, наглотавшись морской соли, хочу любить тебя одну. Не очень хорошие стихи, сразу говорю. Максим Стефанович. Поездка на форум молодых писателей России в 2001 году. Липки.
Ну, просто он... Максим, это мой приятель из Читы, журналист, писатель. Он сейчас активизировался как раз ВКонтакте, пишет посты, выкладывает какие-то фотографии, воспоминания свои. Тут вот мне фильмы предлагают. Не ждали, не гадали, 82-й год. Но я иногда эти рекомендации принимаю. Вот какая-то лошадь или осел лежит в постели. Что за такое? Доброе утро. Лев Дуров. Ну, наверное, интересный фильм, да. Лев Дуров вот играет. Я, кстати, не видел такой фильм. Потом Моргунов там я заметил. Вот, интересно, надо как-то это посмотреть. Веришь, не веришь, Беларусь фильм. Беларусь фильм. Интересно, веришь, не веришь. А потом вон дети сиротами растут. Войну без отцовщина. Понятно. Горько. Угу. Так. Я не там смотрю-то. Я же анапские новости. Здесь у меня вообще все. А надо-то анапские новости. Вот я уже давно не проводил, забыл. Вот. Анапские смотрим новости, друзья мои. Вот такой сегодня закат. Угадайте, где это вчера было. О, красиво как. Такие яркие краски вообще. Сумасшедшие просто. Синоптики предупредили о туманах на Кубани до конца недели. Внимание! Помощь пострадавшим в ДТП. Всем, кто получил вред здоровью в ДТП и семьям погибших, поможем получить выплаты по ОСАГО. Ох, лучшие люди, не гоняйте. Ездите аккуратней, пожалуйста. Живите, будьте здоровы. Курорты Анапы очищают берега не только от морских выбросов, но и от хлама, оставшегося после деятельности человека. Друзья, давайте беречь природу вместе, ведь она так прекрасна. Деятельность человека. Это же раздевалка. Тоже грузят ее, увозят. Вот, видите, упала. Никому она не нужна. Ну, стоит, видимо, копейки. Что там из профлиста сваренная. После сезона оставили, ветра ее свалили, и вот коммунальщики убирают, увозят. Потом на металлолом сдадут. Ну, вот это какая-то хохма. На Обчанке отказали в работе уборщицы из-за отсутствия высшего образования. Это, говорят, вот какая-то блогерша, такая скандальная, известная. Вот, она постоянно какие-то такие материалы публикует, поэтому не будем останавливаться на этом. Привет из морозной Сибири, Анапа, кто-то написал. Видите, об Анапе помнят везде, в Сибири. В Анапе, как всегда, логично и привычно пошел дождь, время класть асфальт. Ну да, вон лужи, кладут асфальт. Да, ну и ладно. В лаунж-зоне торопятся устанавливать украшения к Новому году и детские горки, несмотря на дождь, тоже. Видите, дождь идет, а лаунж-зону готовят. В Анапе состоятся первенство и чемпионат Краснодарского края по стрельбе из лука. Вот даже так. Не все смогут побывать сегодня на Котском хребте в Новороссийске, поэтому вот там видео оттуда. Так. Настраиваемся на позитив, впитываем правильные аффирмации, пока прекрасные анапчанки продолжают купание. Вот прекрасная анапчанка. Давайте посмотрим. Только без музыки.
Только без музыки. Да, вот так надо в воду, друзья, заходить. Вот так. Вода 11 градусов, воздух 5. Так, со вчерашнего вечера на крыше дома плачут бездомные котята, пишут. Кто 7 выкинул? Что там? Сезон фонтанов завершен, и они уходят в спячку до весны. Ну, долго нынче фонтаны работали, друзья, долго. Цветение японской мушмулы в Анапе. Данное растение последние годы набирает популярность у нас в городе. Зимы стали теплее, и мушмула не замерзает, даже завязываются вкусные плоды. Вот как. Так, ну, особо новостей нет. Сейчас посмотрим, что там такие серьезные новости. Сейчас обновим. Анапа Медиа. Спортсменка из Анапы завоевала 8 наград Кубка чемпионов по плаванию «Спорт слепых». Мэр Анапы взял под контроль вопросы жителей курорта, поступившие губернатору края. В МФЦ Анапы. Кстати, в Забайкалье тоже прошла прямая линия с губернатором. Видимо, это такое было распоряжение. Перед Новым годом как бы снизить накал недовольства людей, и активно принимали вопросы. В Забайкалье даже приезжала Екатерина Андреева, известная журналистка с Первого канала, ведущая. Так, в МФЦ Анапы бесплатно поставят на кадастровый учет земельный участок. Энергетики сообщили о сегодняшних отключениях. 5 декабря День добровольца. Центр культуры Родины опубликовал афишу своих новогодних премьер. Гимнастки из Анапы завоевали 3 награды «Золотой чайки». Молодежь Анапы побывала на профилактических встречах. Анапа продолжает готовиться к Новому году. В Анапе доплату в 5000 рублей начнут получать воспитатели детсадов. В Анапе дождь не помешал укладке асфальта в районе школы номер 7. Анапа вошла в топ-3 самых популярных курортов федерального значения. Председатель СК России потребовал доклад о нарушении прав дольщиков в Анапе. 11-классники Анапы написали итоговое сочинение. Ну, это такое проверочное. В общем, вот такие новости. И, в общем-то, такого ничего интересного я не увидел. Что еще? Что еще? Песню про пенек слышали? Сейчас вам песню про пенек. Про Андрюхин пенек. Так. Так, где-то я ему скидывал. Где-то я про пенек ему скидывал. Угу. А где же? Неужели я удалил? А, вот это, кстати, пенек. Так. Дело в том, что... Ладно, сейчас я тогда про пенек в другом месте найду. В другом месте. Неужели я про пенек как-то
Точно. Пенек, я вспомнил, где у меня пенек. Я его Андрею-то и не отправлял. Я его отправлял сам себе. Сейчас. Вот она, песня. Итак, слушаем песню про пенек, про Андрюхин пенек. У калитки, у ворот, где мой друг Андрей живет, рос раскидистый платан, век стоял, как великан. Но теперь он невысок, превратился он в пенек. И хоть ростом уж не тот, жизнь вокруг него идет. Алталетчик мой пенек, вот еще прошел денек. Как приятно после смены пригубить тут кофеек. Теплым солнышком нагрет ты и стол, и табурет. Счастье будет непременно, как за ночкою рассвет. Пусть не спится в час ночной, пень приветит, как родной. Сядь, Андрюха, погрусти, хоть житуха не ахти. Но поверь, мне все пройдет, будет в жизни поворот. Будет радость и доход, счастье в дверь твою войдет. Ах, пенечек мой пенек, вот еще прошел денек. Как приятно после смены пригубить тут кофеек. Теплым солнышком нагрет ты и стол, и табурет. Счастье будет непременно, как за ночкою рассвет. Ах, пенечек мой пенек, вот еще прошел денек. Как приятно после смены пригубить тут кофеек. Теплым солнышком нагрет ты и стол, и табурет. Счастье будет непременно, как за ночкою рассвет. Ну, вот такая песня про пенек. У Андрюхи все хорошо. Он сейчас вот озадачился обзаведением торрентом, то есть такая программа для скачивания фильмов, и, видимо, будет смотреть фильмы в свободное от работы время. Ну что, друзья, сегодня не знаю, как работал чат, что-то вот у меня тут написано, что работал он плохо. И я не знаю, кто-то смотрел меня, и были ли какие-то вопросы, тоже абсолютно не знаю. Поэтому на сегодня свою трансляцию заканчиваю. Всего вам доброго, счастья, здоровья, мирного неба. Хотел еще почитать вам Достоевского. Ну да ладно. Ой, Достоевского, Салтыкова-Щедрина о нашей жизни современной. Вот. Ну да, может быть, в следующий раз. Я продолжаю читать Салтыкова-Щедрина. Вот у меня он всегда тут лежит со мной. Вот. И я получаю удовольствие, потому что пишет он замечательно, пишет о нас, о русских людях, о нашей дури, так скажем. И в основном, конечно, о дури, которая существует в головах наших губернаторов, чиновников и прочих власть придержащих. Так что, а вам, низам нашим, всего доброго, хорошего. Живите, переживите эти времена. Все будет хорошо. Пока-пока.